Мы встречаемся снова на тему обзора рынка и наших сделок. Как мы оцениваем риски, как мы читаем графики, какие мы берем ориентиры для того, чтобы входить в сделки. Хочется еще добавить, что также мы показываем, как мы работаем с эмоциями, потому что вчера меня накрыла, или даже позавчера, эмоциональная торговля, и все пошло не так, но сейчас все и расскажу, и покажу. А так как мы начали этот эксперимент 17 апреля, и вот вчера у нас был как бы подведение итогов и месячное протяжение нашего эксперимента, тоже перейдем и покажем. И так как это наш эксперимент, то ни в коем случае это не финансовые никакие, ни в коем случае рекомендации. Это так, как делаем мы, как мы это видим, как мы это чувствуем, ну и как мы это отрабатываем. 16 мая мы вместе проводили последнюю нашу встречу. Прогноз робота был таковым, что мы вот тут вот в этой точке мы заседали. Это было вечер или после обеда 16 мая. Здесь была хорошая точка для входа, да, и отработка, вот как все это отработало даже еще лучше, вот здесь вот можно было закрыться. Ну, а я отработал несколько сделок вниз, да, по совету робота, а здесь почему-то мне решилось зайти в лонг, да, и я начал усредняться, вижу, что все идет не по моему графику, я все-таки думал, что мы пойдем наверх, доусреднялся до тех пор, что значит, использовал практически весь свой депозит. У меня со $100 оставалось свободных денег $30. И досидел я до сегодняшнего дня, поэтому говорю, что ни в коем случае не поддавайтесь своим эмоциям, не убирайте стоп-лоссы, как сделал в этот раз я. Да. И вот здесь мне удалось выйти с небольшой прибылью 8 центов. Да, это как бы была 132-я сделка в лонг. Сегодня я уже зашел в шорт по индикаторам и по анализу и передвинул стоп-лосс вот на этом уровне. То есть я уже в прибыли. Думаю, что, может, продолжим падение до следующей точки сопротивления. А вообще за месяц нам удалось на линке сделать вот такие результаты. Провели 132 сделки, депозит был $100 и получилось сделать 7,32% к депозиту. Да, спасибо, интереснейшая история о том, как не нужно делать, при том, что, в общем-то, история была просчитана и предугадана. Да? Но суть не в этом, суть в том, что еще в выходные не всегда нужно торговать. А то, что мы с положительной динамикой движемся, это очень хорошо. 7% в месяц для какого бы то ни было банка вы за месяц нигде не получите такого дохода 7% в месяц. Но я, наверное, думаю, что ты и все ожидают, чтобы я поделился обзором и биткоина, и, возможно, теми монетами, которые торгую я. Говорили в последнюю нашу встречу, то определенно можно сказать, что на рынке присутствует неопределенность. Чего не изменилось, мы как были в такой консолидации, у которой и вниз, и вверх большие тени на дневном таймфрейме, что говорит о том, что никто не побеждает пока, ни продавец, ни покупатель. И если взглянуть на волатильность, то она у нас за выходные еще снизилась. Порой в выходные возрастает, но иногда нас обманывают, и мы ждем, что в выходные что-нибудь выстрелит, а в выходные все тишь да гладь. И поэтому выстрелит, у меня есть несколько вариантов. Это, ты знаешь, что достаточно часто бывают красные понедельники. Что такое красные понедельники? Это когда мы засыпаем в воскресенье, все хорошо, а утром просыпаемся, только красные свечи на рынке. Достаточно давно растущий рынок, и не сходить за этим мы уже ходили, да, можем сходить еще за этим. У нас есть две поддержки снизу и несколько сопротивлений сверху. В частности, также есть у нас и максимум вот этого накопления, а вообще максимум у нас 109. Вот. Что можно констатировать? У нас как не обновляются хаи, так и не обновляются лои. И это и есть некая неопределенность. Кого будут выносить? Шортистов, лонгистов? Сейчас даже сложно понять, потому что меняется фандинг с положительного на отрицательный довольно быстро. Фандинг, зачем он нужен? Если вы зададите вопросы в комментариях, мы сделаем отдельный обзор по тем комиссиям, которые берет биржа за свою помощь в торговле. Но я торговал сегодня в шорт, вот отсюда, и проторговал, наверное, вот до этого желтого уровня сопротивления, все это движение.
И как ты любишь, не в один прием, а в несколько. То есть я дошел до одного, там увидел сопротивление, потом спустился еще ниже и уже не стал рисковать на вот этом сопротивлении. И, как оказалось, я был прав. Вот уже 3 15-минутки, как мы растем. Ну и вернемся к нашему магику. Такая же картина, растущий график, тоже очень похожа на чашку с ручкой. Картина, да, здесь, как правило, должна пририсоваться еще ручка. Здесь нарисуем ручку. Ну, подозреваю, что высота чашки, вот обычно высота вот этой чашки равняется росту от старта от ручки. Скажу сейчас, что пользуюсь я волшебным индикатором и стараюсь торговать в основном по нему, хотя слежу за уровнями, и уровни здесь всегда можно прорисовать. Я всегда делаю это так. Самый верхний уровень, максимум, я его называю, даже у меня есть заготовки, уровень, откуда мы пошли в самой верхней точке, я его уровнем смены тренда 1 называю. И откуда мы пошли к самой нижней точке. В данном случае вот отсюда мы пошли, ну, естественно, надо минимум провести в данном моменте торговли. И тогда будет понятно, где минимум, туда мы и пошли, оттуда мы и пошли к нижней точке. Вот здесь у нас будет минимум, и мы к нему пошли вот отсюда. И таким образом у меня появляется коридор, даже их несколько, но в данном случае появится коридор, где я думаю, что мы будем ходить здесь, будем пытаться пробить эту линию, либо же эту для похода, либо сюда. Ну и потом можно опускаться на младшие таймфреймы и смотреть, что и как у нас происходит. Да, Рынок тебя услышал. Пробили мы вот эту линию, от нее оттолкнулись. Это может быть ложный пробой, и мы можем еще сейчас тут рисовать любые фигуры. Вот так, 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 либо так, ну, либо вы уже привыкли к моим рисункам, как-нибудь вот так. Всегда надо держать два сценария. В случае пробоя верхней линии мы растем, в случае пробоя нижней мы идем ниже вкратце. Вот так. Ну и перейдем к линку. В состоянии неопределенности это сделать сложно. Хотя что-то можно прочитать на старших таймфреймах. Здесь у меня, благодаря тому, что ты наблюдаешь и торгуешь линк, у меня много разрисовано. Что я вижу сейчас? У нас дневной уровень смены достаточно далеко. Мы сходим сейчас поэтапно на каждый. Здесь, как мы видим, у нас нисходящий тренд, который вот этой растущим графиком сегодняшним мы подламываем. И, в общем-то, у нас есть минимум. У нас сейчас уже есть текущий максимум. И у нас, ну, скажем так, вот отсюда мы пошли к верхней точке, да, а раньше мы пошли вот отсюда к нижней. Можем вот так сделать. И здесь синяя у нас уже проведена. Но вот здесь мы будем наблюдать за какими-то линиями. Пойду сразу на 15-минутку. Скажу, что для того, чтобы определиться, пойдем мы вверх, нам как минимум нужно преодолеть черную для начала полосу. И потом зеленую и оранжевую. Вот такие мои прогнозы. В случае не преодоления мы будем отталкиваться отсюда, скорее всего, что вот к этой линии. На часе ничего, наверное, не поменяется. На часе все как есть, так и есть. Поэтому у нас здесь серьезная линия сопротивления сверху. Есть линия, которую будем использовать как тестовую. Ну, хочется подождать. Можем экспериментально спросить у волшебного индикатора. Уже моя шортовая, я так понимаю, подходит к концу, потому что стоп-лосс я пододвигал. Посмотрим, что из этого получится. Но я думаю, что волшебный индикатор пока не будем показывать, пока нас не прокомментируют и не попросят рассмотреть на волшебном индикаторе. Спасибо большое за такой плодотворный и экстренный выпуск. Да, вчера мы пропустили, сегодня мы дорабатываем. Ну и встретимся уже завтра, в понедельник, посмотрим, что произойдет за остаток воскресенья. И подписывайтесь, ставьте лайки, а также поддерживайте наш канал.